Может быть, всем со стороны будет казаться, что вы, да, в каком-то простое, да, вы рисовали там всю жизнь на холсте, а теперь вдруг вас потянет, там, не знаю, на скульптуру. То есть, и это нормально, это и есть влияние среды. Так получилось, что я начала это видео, тему эту в другой стране, а сейчас я в другой стране, и тема как раз творчество в миграции, да. А самое главное, я считаю, понимать, что вообще для художника очень полезна смена, я считаю, любая смена окружения, если она по ощущениям вот как бы вдохновляющая, да, то есть если это место, которое вас вдохновляет, если вам там, в принципе, хорошо, вы совпадаете, да, по ощущениям, по настроению, не знаю, да, там, по менталитету, то тогда для вас это перемещение, оно будет только в плюс. И у вас там появятся новые силы, новые идеи. Им просто нужно дать время, да, преобразоваться, переработаться во что-то новое. Потому что, если мы посмотрим опять биографии, да, известных художников, опять же, мой любимый Ван Гог, да, и если бы он не переехал на юг Франции, у нас бы не было его творчества, вот этих ярких цветов, подсолнухов и так далее, да, потому что когда он был в Голландии, его творчество было, его живопись была совсем другой, да, она была такой серой, то есть наши и природные условия очень влияют, и это история очень многих художников, что они, например, да, своего пика достигали именно при каком-то перемещении в другое место, в другую природу, в другое освещение, в другой менталитет. Поэтому здесь я не вижу проблемы. Но может быть и наоборот, да, это может быть такое окружение, которое наоборот, да, вас не будет вдохновлять. Это может быть даже в масштабе просто страны, например. Я тоже по себе ощущала, что вот я переезжала за город, и были там свои моменты, но в целом мне там не хватало, например, какой-то движухи большого города, потому что я просто выросла, да, в городе все-таки, в большом городе. Да. То есть здесь может быть по-разному. Главное просто найти вот это место вдохновения какого-то для вас. И даже если еще пока непонятно, как это творчество, во что оно выльется, в какие формы, это не важно, это и есть, это и есть процесс нашего творчества, нашего пути. То есть если мы будем все моменты знать наперед, ну, тогда не будет и пути, да, и тогда нет смысла. Очень важно просто доверять процессу, опять же, да, я возвращаюсь к одному и тому же, доверять процессу жизни, доверять процессу, то как творческому процессу своему, и не бояться уходить от чего-то привычного в плане конкретно, да, в плане форм, в плане медиумов. Вы рисовали там всю жизнь на холсте, а теперь вдруг вас потянет, там, не знаю, на скульптуру. То есть, и это нормально, это и есть влияние среды на вас, может быть, да, вы пойдете на какую-нибудь выставку, и она на вас так повлияет, что вы начнете делать совершенно другие вещи. И это то, что было со мной, и я понимаю, что вот в каждой стране, где я жила, в основном, да, это была Франция и Россия, у меня по-разному текло, как бы по-разному развитие творчества. То есть здесь очень сильно влияет окружение. И в любом случае творчество, оно как бы с вами всегда, даже когда вы не делаете что-то. То есть это как нельзя потерять.
оно может быть в таком спящем режиме, да, в какой-то момент жизни. Это тоже нормально, да, вот как и зимой все опять же засыпает. Это не значит, что дерево умерло, да, оно там регенерируется, спит и потом возрождается весной. Так и художнику надо иногда вот побыть в этом состоянии, замереть, да, внутрь себя погрузиться. Может быть, всем со стороны будет казаться, что вы, да, в каком-то простое, да, здесь не надо никого слушать, нужно понимать, что это просто нормальный, закономерный процесс, как у природы. Есть сезоны, да, сезоны пика, сезоны урожая и сезоны, когда там семя посеяли, да, и оно пробивается довольно долго, не за одну секунду. Поэтому, опять же, в эту сейчас эпоху такой скоростных результатов якобы, да, нужно просто отойти от этого. И я вас приглашаю на мои занятия, на формат такой сейчас, мне хочется новый формат сделать, что-то вроде наставничества, где я как раз, я чувствую, да, куда человеку нужно двигаться, когда еще нет ясности. И это такая поэтапная работа, которая может включать как практические, так и теоретические занятия. Вы можете записаться ко мне на бесплатную пробную встречу. Мы просто пообщаемся, просто поймем, подходим ли мы, да, друг к другу. И я буду рада вас видеть. Всем пока.